Привет! Мечтали ли вы когда-нибудь увидеть Иерусалим времен второго храма? Сегодня у нас есть возможность одним глазком заглянуть в прошлое. И сделать это можно здесь, в Иерусалимском археологическом парке. Есть два способа войти в парк. Через главный вход, который вы увидите сразу, войдя в старый город, через мусорные ворота. Но есть еще один вход, и он находится под землей. Это древний туннель в 200 метров, который соединяет город Давида и этот археологический парк. Итак, в первом веке Ирод строит второй Иерусалимский храм. Это было довольно внушительное сооружение, и здесь, в этом парке, мы сможем увидеть много интересного из тех библейских времен. Мы находимся сейчас в уникальном месте. Посмотрите вот на эти выступающие из стены камни. Это так называемая арка Робинсона, которая названа в честь библеиста Эдварда Робинсона, который идентифицировал ее как лестницу, поддерживаемую широкой каменной аркой. Эта лестница вела из нижнего рынка древнего Иерусалима к царской колоннаде комплекса Храмовой горы. Этот путепровод, так же как и Иерусалимский храм и царская колоннада, был разрушен во время Первой Иудейско-Римской войны в 70 году нашей эры. Сейчас на месте царской колоннады стоит комплекс мечети Аль-Акса. Посмотрите на этот угол. Это юго-западный угол Храмовой горы. Длина одного вот такого камня около 10 метров. И это оригинальная постройка иродианского периода. После разрушения Иерусалима римлянами в 70 году нашей эры большая часть города выглядела примерно вот так. Среди груды камней был найден камень с частично сохранившейся надписью «Лебейт аткия леавдиль бейн кодиш лехоль». В период второго храма этот камень, вероятно, обозначал место на вершине вот этого юго-западного угла Храмовой горы, где стоял человек и трубил в шофар, возвещая о приходе шаббата. Посмотрите на эти камни. Это строительные блоки, и они остались нетронутыми с момента разрушения Иерусалима и Иерусалимского храма. Размер этих камней впечатляет. А это остатки главной улицы Нижнего Иерусалима, проходящей вдоль западной стены Иерусалимского храма. Протяженность этой улицы была около километра. С обеих сторон на улицу выходили торговые лавки. Мы сейчас находимся на самой захватывающей территории комплекса. Это территория ритуальных бассейнов, и их здесь десятки. Когда еврейские паломники из Иудеи, Галилеи и других областей в еврейские праздники приходили в храм, они проходили обряд очищения в этих бассейнах. Они спускались по одной части лестницы и после омовения, очистившись, поднимались по другой части лестницы и затем поднимались на Храмовую гору. Друзья, мы сейчас поднимаемся к тому месту, где были ворота храма. Обратите внимание, что чередуются одна ступенька широкая и две узких.
вероятно, для того, чтобы восхождение к храму было медленным и осмысленным. Это оригинальные ступени тех времен, времен Ирода, Иисуса, времен Второго Иерусалимского храма. Вот такое путешествие в прошлое у нас получилось. Я желаю вам, чтобы ваш храм, храм в вашей душе никогда не был разрушен. Всем пока! Увидимся через неделю.